На днях в публичном поле вновь возник Рамзан Кадыров. Он заявил, что засиделся на месте главы Чеченской Республики и, дескать, пока его не выгнали, собирается уйти сам. Правда, о желании уйти со своего поста главы Чечни Кадыров уже рассказывал и в 2015, и в 2016, и в 2017. А в 2020 брал больничный, предварительно передав полномочия главы Чечни председателю правительства республики. Выглядело, будто он собирается вот-вот заявить об отставке. Но каждый раз Кадыров возвращался и каждый раз шел на следующие выборы и набирал 97-99% голосов. Однако на сей раз заявление Кадырова о возможной отставке совпало со слухами, что, мол, Путин в ярости от провала вторжения, что, мол, теперь он отстранит кого-то из силовиков, а на освободившееся место сядет Кадыров. Тут же настала эпоха пророков и инсайдеров. В частности, различные СМИ и публичные спикеры, цитируя друг друга, прочат Кадырову кресло главы Росгвардии. Мы попозже в ролике вернемся к этой непростой схеме, где Золотов заменяет Шойгу на должности министра обороны, а Кадыров занимает место Золотова во главе Росгвардии. Но начнем мы, раз уж глава Чечни о себе напомнил, с его роли в нынешней войне и того, как эта роль менялась. Прежде чем начнем, маленькое объявление. Прошлый месяц у нас был первым убыточным месяцем за время существования канала. Это произошло по многим причинам. Во-первых, мы сделали тут новую студию. Во-вторых, август и меньше рекламных интеграций. Ну а в-третьих, меня признали иностранным агентом, и все-таки количество интеграций уменьшилось. Если вы хотите помочь нашему каналу, чтобы мы продолжали существовать, делать качественные ролики, то вы можете подписаться на ежемесячные или разовые платежи. В описании будет ссылка на Patreon и на пожертвование криптой. Patreon действует, если у вас иностранная, не российская карта. Ну все, начнем. В последние недели перед началом и в первые несколько месяцев после вторжения Рамзан Кадыров принял на себя образ одного из главных разжигателей войны. Он просил Путина забрать Украину, он угрожал президенту Зеленскому, а с началом боевых действий и вовсе стал напрямую конкурировать за аудиторию с Министерством обороны. Никакой другой российский чиновник, никакой другой генерал и никакие другие войска не были представлены в публичном поле и особенно в социальных сетях так, как Кадыров и кадыровцы. Поначалу это все выглядело даже органично. Весь образ Кадырова построен на военщине и воинственности. Он единственный глава субъекта федерации, который носит генеральские погоны. Все наслышаны о его непобедимой армии. Но вскоре начались проблемы. Кадырова через раз стали ловить на вранье, причем вранье смехотворном. То он сфотографировался якобы в Украине, но на заднем плане почему-то была заправка Роснефть. С пулеметом еще. То его бойцы раздавали гуманитарную помощь, но с украинскими почему-то этикетками. То за месяц он 26 раз обещал, что Мариуполь вот-вот будет взят. А еще в первой же неделе войны как-то очень быстро поблек сам образ кадыровцев. Выяснилось, что их боевая эффективность не выходит за пределы интернета. На передовой их никто не видит. Зато в ТикТоке и Инстаграме регулярно выходят ролики. На видео подчиненные Кадырова расстреливают пустую семиэтажку, хвастаются оружием в каком-то безымянном лесу, демилитаризуют светофор и в целом занимаются какой-то рандомной бессмыслицей, будто подростки, ограбившие оружейный склад. И ладно бы это ощущение складывалось у нас, отрезанного ломтя, либералов, иммигрантов и прочих там нацпредателей. Однако похожие чувства были и у непосредственных участников события, и у лоялистов. Типа, пока мы тут рискуем жизнью, каждый день, значит, платим кровавую цену за взятие очередного хутора, какие-то тикток-войска постят чепуху о собственном героизме, тусуясь тем временем в глубоком тылу. В настолько глубоком тылу, что ролики кадыровцев в какой-то момент стали ценным источником информации для военных аналитиков, типа того же Руслана Левиева и его команды. Все просто. Если кадыровцы снимают откуда-то ролики, то эта территория уже 100% под российской оккупацией, и фронт ушел достаточно далеко. Почему кадыровцы реально не принимают участие в боевых действиях, следуя в глубоком арьергарде российских войск? Тому есть две объективные причины. Во-первых, не умеют и не могут. Кадыровцы — это не армия.
Это подразделение Росгвардии, фактически военизированная полиция. У них нет тяжелой техники и артиллерии. Основная техника в их распоряжении – легкие бронеавтомобили с противопульной только защитой. С такой техникой и подготовкой можно на оккупированной территории выполнять функции военной полиции, но на передовой точно делать нечего. Во-вторых, Рамзан Кадыров не может себе позволить потерять собственные войска. От факта существования вооруженных людей, лично преданных Кадырову, зависит удержание власти внутри Чеченской Республики. Зависит положение Кадырова в России и в конечном итоге зависит его жизнь. Кадыров строит свою власть на страхе и насилии. У него масса врагов внутри Чечни, не меньше в вертикали российской власти, среди сотрудников и руководства спецслужб. Если Кадыров лишится своего собственного силового ресурса, если люди, занятые убийствами, избиениями, пытками и запугиванием его врагов, останутся в украинской земле, то никакой Путин его уже не спасет. Мы видели, что случилось с росгвардейцами, попавшими в зону активных боевых действий под Киевом в первые дни войны. От них просто ничего не осталось. Разбитая колонна автозаков, каски, щиты и пластиковые доспехи, покрытые снегом. Один из символов этой войны в итоге это стало. Такая же точно судьба постигла бы и кадыровцев, окажись они неподалеку от украинской армии. Только разница в том, что у Путина сотни тысяч росгвардейцев. Он может себе позволить такие перформансы, если можно так вообще выразиться по такому поводу. А вот у Кадырова всего несколько тысяч человек, и если они полягут, то новых взять будет просто неоткуда. Но не так важно, каковы были причины. Важно, что поведение Кадырова не только сильно било по его личной репутации. Образ отважного воина во главе дикой дивизии очень быстро мигрировал в сторону странного свадебного генерала. Но крайне негативно сказывалось на моральном духе войск. Пока ты реально рискуешь жизнью каждый день, каждый лишний метр пройденной украинской земли может оставить тебя без конечностей, ты живешь в грязи, крови и ужасе, питаешься чем попало, бушлат на тебе 3 размерами больше. Так вот, в это самое время какие-то ребята играют в Рэмбо и рассказывают, какие они великие воины. Был слух, что государственным и окологосударственным изданиям вовсе запретили цитировать Кадырова и ссылаться на его заявления. Не комментируя слухи, надо сказать, что с конца весны когда-то главный спикер войны действительно исчез из публичного поля. Появился он только в 2 пародийных скетчах, где актер в образе Владимира Зеленского подписывает капитуляцию Рамзану Кадырову. Ролики эти были настолько убогие, что отклик вызвали скорее у противников войны, чем у ее апологетов. В целом, до последних буквально дней Кадыров притих, и мы очень мало о нем слышали. С чем же это связано, вот его новое вот это публичное воскрешение? Зачем вот это заявление насчет того, что он на своем месте засиделся, сразу вызвавшее массу кадровых теорий? Ответ представляется довольно простым. Кадыров хочет вновь привлечь к себе внимание. Полгода назад он был главным пехотинцем Путина, а к лету стал автором юмористических скетчей уровня школьных капустников. С большой долей уверенности можно предположить, что Кадыров со своими войсками не оправдали ожиданий Путина, что вера в них, как в непобедимых воинов, одно из тех заблуждений, которые сначала привели Путина к решению развязать войну, а теперь ведут эту войну к поражению. Без поддержки Путина, перестав быть для него незаменимым, Кадыров протянет еще меньше, чем без собственных войск. Он не может себе позволить прозябание в роли еще одного губернатора, ведь такого всегда можно заменить. Нет, он должен постоянно напоминать о себе. И формат заявления в духе «я вот-вот готов уйти», некий косплей на товарища Сталина, звучит как ожидание просьбы остаться, как попытка подтвердить свою незаменимость. То есть пока это не выглядит как какая-то хитрая схема. Пока это выглядит как личная инициатива Кадырова, желающего вернуть прежний аппаратный вес и свою роль личного силовика Путина, главного по кровавым поручениям. Перспектива назначения Кадырова главой Росгвардии выглядит сомнительно, сразу по многим причинам. Начиная с того, что такую огромную кормушку, прогоняющую через себя сотни миллиардов рублей, где на одних поставках капусты можно войти в список Forbes, просто так никому никто не отдаст. Там
все сами с усами и кадыровскую гвардию в своем кошельке не ждут. Но, тем не менее, вариант с кадровыми перестановками имеет смысл обсудить не столько в контексте заявления Кадырова, сколько в смысле обстановки в целом. В целом, российская армия провалила вторжение. 10 лет руководства министра обороны Шойгу, дольше, чем у любого предшественника, сотни миллиардов долларов на перевооружение, все закончилось тем, что главная новость спустя полгода войны – захват поселка Пески или Пески. Главный факт, о котором не ударение, как могло бы показаться из публичных дискуссий. Главный факт состоит в том, что мирное население в 19 году этого поселка составляло 9 человек. Сколько ты ни делай хорошую мину для публики, но тебе самому-то ясно. То, что министр Шойгу наворотил за 10 мирных лет, никак невозможно сейчас исправить за несколько месяцев войны. Все разложилось, все разворовано, все провалено. Кадровые решения в такой ситуации, неизбежны. Но мы таковых сейчас практически не видим. Одна из причин в том, что отправить в отставку Шойгу, Бортникова или Золотова мешает само устройство российской номенклатуры. По традиции из высшей правящей элиты увольнять не принято. Отставка обычно маскируется под перевод на другую должность, часто церемониальную. То есть министром ты, конечно, уже не будешь, но какую-то должность типа специального представителя президента по защите бегемотов в Бурунди предоставим. У этой традиции есть два известных исключения. Пресс-секретарь Ельцина Сергей Истержемский, а также президент РЖД при Путине Владимир Якунин. Их отпустили на пенсию. Остальных, как бы те ни проштрафились, на мороз не отпускали. Отправить сейчас в отставку высшего военного чиновника значит публично признать, что война идет не по плану. А такого российское руководство пытается избежать любой ценой. Приходится городить идиотские отговорки, что план войны, в общем-то, и был в том, чтобы произошло отступление из-под Киева и Чернигова, и чтобы был оставлен остров Змеиный, и все эти безумные потери тоже в план входили. Да даже если замаскировать увольнение под повышение, даже если перевести виновного в военных неудачах на какую-нибудь церемониальную должность, все равно всем будет очевидно, что такая перестановка – это наказание за провальное вторжение. Поэтому российское руководство кадровое решение оттягивает. В конце давайте я изложу гипотезу в формате блица. Значит ли что-то заявление Кадырова само по себе? Нет, не значит. Кадыров не чиновник администрации президента, он самостоятельный политик, и самый явный его интерес сегодня – не выпасть из повестки. Реакция на его заявление однозначно говорит, что у него получилось привлечь внимание. Любое заявление Кадырова надо рассматривать из вот какого факта. У Кадырова очень много врагов. Есть люди, которые не против стать новым Кадыровым, головорезов хватает, есть люди, которым он сделал большое зло, есть немало влиятельных людей, которым такое положение вещей, когда в губернаторском кресле сидит какой-то полевой командир, не подчиненный никому, кроме Путина, кажется нонсенсом. Не мы одни думаем, что Кадыров как-то впал в немилость в последнее время. До наших соображений Кадырову дела нет. Но если его влиятельные враги начнут так думать, то может случиться непоправимое. Сахар в крови упадет, сердце встанет, вертолет отрицательно взлетит. Много есть вариантов. Ему нужен ярлык. Ему нужно, чтобы Путин сказал: «Нет, Рамзан Ахматович, мы, конечно, вас не отпустим. Ваши знания и опыт нужны стране в годину тяжелых испытаний». Другой вопрос. Будут ли большие перестановки в руководстве вооруженных сил? Это вопрос очень сложный. Понятно, что чем дальше в лес, тем толще нужны козлы отпущения. Кто-то должен быть во всем виноват. Какой-нибудь безымянный генерал Генштаба на эту роль никак не годится. Масштаб не тот. Вообще-то очевидно, что виноват во всем Путин. Но эта система позволить себе не может. Поэтому самая очевидная цель сейчас – это Шойгу. Но формальная отставка Шойгу заставит систему сделать то, что она ужасно не любит. Ей придется признать неудачи. Признать, что все пошло не по плану. Что война разваливается. Причем разваливается не случайно. Разваливается в результате 10 лет коррупции и некомпетентности. Во-вторых, изъять из себя один из самых влиятельных кланов, который контролирует не только 2 министерства обороны и МЧС, но и несколько регионов, в первую очередь Московская область, и массу очень значимых коммерческих интересов. Не так-то это просто. На Шойгу завязано много денег, много влиятельных людей. У него есть финансовый, административный и силовой ресурс. И расправиться с ним не так просто, как кажется.
Что будет происходить? Я не знаю, и никто не знает. Мы об этом уже говорили. Наша система не умеет воевать. Она не строилась под войну. На войну у нее нет плана. Тем более на ту войну, которая зашла в тупик. Скорее мы увидим не план, а множество хаотичных решений, в том числе кадровых, в попытке найти то решение, которое сработает. Из истории последних 20 лет мы знаем, как машины российского государства реагируют на кризисы. Мы это видели в 2008 году, потом в 2014, потом во время коронакризиса в 2020. Она кризисы просто игнорирует. И это даже работает. Рыночная экономика так устроена, что если ее специально не бить лопатой по голове, не сажать бизнесменов за предпринимательскую деятельность, то она себя худо или бедно стабилизирует. Дожиться до полной катастрофы и реального голода в рыночной экономике сложно, в отличие от плановой. Да, стабилизирует она себя без госпомощи похуже, но совсем на дно не рухнет, потому что человек, который печет хлеб, и человек, который хочет его съесть, всегда придумают взаимовыгодную сделку. В войне же так не работает. Войну нельзя пускать на самотек. Это централизованно управляемое мероприятие, успех или провал которого действительно зависит от государства, которое его проводит. И вот мы видим попытки российского руководства выйти из такого кризиса, из которого никто за него не выйдет, от которого не самоустранишься. Попытки эти, которые предпринимает российское государство, сводятся к хаотичным действиям, в результате которых российская армия постепенно слабеет, а украинская набирает силы. И чем дольше будет продолжаться этот процесс, тем вероятнее, что мы наконец увидим то, чего все ждем – настоящую турбулентность в Кремле. До завтра.